Всем доброй ночи или раннего утра. Итак, друзья мои, недавно я показывала вам атрибуты, и в том числе среди этих атрибутов было и веретено. Но потом куда-то я убрала это веретено и не могу найти, хоть убейся. Просто перерыла весь дом, все, что возможно, все перевернула вверх ногами, не нашла. Знаете, вот закон подлости, когда нужно, не могу найти. Я хотела вам показать ритуал с веретеном. Но поскольку не могу, у меня времени нет 2 часа искать, и, как правило, по закону подлости он где-то будет лежать, вот как только я сниму, обязательно он, наверное, перед глазами где-то валяется просто спокойненько, да? Вот. Но главное, чтобы я вам подарила, а веретено вы достанете сами. Я покажу на жезле. Потому что жезл напоминает веретено. Иногда подобные ритуалы я делаю и на жезле, потому что это подходящие инструменты, подходящая атрибутика для схожих ритуалов. Итак, веретено. Что такое веретено и какое имеет значение веретено в магии? Считалось, что боги судьбы держат веретено. На этом веретене нить человеческой жизни. И вот они крутят и мотают на это веретено человеческую жизнь, человеческую судьбу. Веретено имеет некоторые способности соединять человека с тонким миром. Вот это движение против часовой стрелки, да? Вот это движение открывает пространство. Помните, я вам дарила вечное движение с жезлом делать. После этого вечного движения просто некогда голову почесать, столько работы всего наваливается. Открывается портал пространства, активизируется определенная энергия вокруг нас, и даже если мы не замечаем и не видим это сразу, со временем это происходит. Кстати, есть мой ритуал разбудить пространство. Тоже очень интересно, когда пространство приходит в движение. Определенными предметами усиливали, активизировали энергии, манипулировали энергиями. Но веретено обладает особой энергией. Девушки, которые пользовались веретеном в древние времена, да, которые любили работать с веретеном, они были очень плодовитые, они были очень удачливые женщины, выходили за таких добрых мужчин замуж. И многие начали замечать, что те, которые работают с веретеном, с прялкой, они какие-то особые, у них душевное равновесие, у них спокойствие. От чего это происходит? От того, что постоянное вот это вот, как бы, постоянно, когда крутится некая сила вокруг, да, некая энергия, она создает определенную ауру, она создает определенную, такой, открывает определенный портал. И через этот портал приходит в жизнь человека жизненная сила. Жизненная сила – это самое главное, что у нас есть. Это как топливо для человека. Жизненная сила помогает человеку переживать трудности. Жизненная сила усиливает его физиологию. Когда нет жизненной силы, начинаются болезни. Физиологические, моральные болезни. Душа начинает как бы заболевать, душа начинает ныть, душа начинает погибать и так далее. То есть магическое свойство веретена открыто еще с древних времен у всех народов, в принципе, потому что веретеном пользовались практически все народы мира. Я создала ритуал на основе веретена для того, чтобы дать вам возможность восстанавливать свои силы, создавать вокруг себя порталы энергии, как бы подключать себя к энергии. Считалось, что с помощью кружения веретена можно соединяться со своими предками, что
с помощью веретена можно открыть двери Навь, то есть мира духов, да, мира теней, тонкого плана. И оттуда пустить в свою жизнь нужные силы, которые тебе помогут. Веретено восстанавливает равновесие внутреннее. Веретено восстанавливает мозговую деятельность, если уж так сказать. Потому что на тебя идет определенный поток такой энергии, который улучшает кровообращение, открывает потайные таланты человека. С помощью веретена люди делали ритуалы, чтобы увидеть тонкий мир, чтобы увидеть своих предков. Итак, вам нужно читать заговор, который я вам подарю 7 раз. После каждого раза крутиться вокруг своей оси против часовой стрелки. Сейчас уставшая, я надеюсь, что я правильно кручу, потому что... Да, вот. Нет, вот. Все. Вам нужно крутить таким образом, чтобы острый кончик был наверху. Вы ставите на стол, значит, все же крутите, приговаривая. Когда один раз начитали заговор, взяли и с веретеном в руках покружились вокруг своей оси. Потом снова поставили, снова сказали этот заговор, снова покружили. И так 7 раз. После этого садитесь где-нибудь, потому что у вас будет очень сильное ощущение, как будто вся кровь, все тело просыпается. Для чего нужен этот ритуал? Время от времени застой бывает в нашей жизни. С помощью веретена можно убрать этот застой и активизировать пространство, оживить. Оживить в лучшем, то есть виде для себя, открывая определенные порталы. Насколько ваша энергия сильна, настолько сильно вы это и откроете. Потому что это зависит уже от человека. Насколько его душевная планка сильна. Понимаете? Насколько он энергетически сейчас насыщенный человек, насколько он богат внутренне, настолько он и откроет себе порталы и приведет в движение силы, которые ему будут помогать. Итак, начали. Крутись, вертись, веретено, открой энергии поток. Верхняя сила, нижняя сила. Как крутится веретено, так силу мне призвать дано. Веретено врата откроет, мне тайну древнюю раскроет. Явь и навь соединятся, моя сила обновится. Крутись, вертись, веретено. Потом вот таким образом уже. Попрошу, и будет дано. Откройся, сила верхняя, откройся, сила нижняя. Потоки денег и везения, желание жить и вдохновение. Как крутится веретено, так жизнь приходит в движение. Подарите навь и явь мне свое расположение. Как крутится веретено, так жизнь приходит в движение. Откроются потоки сил, услышится, усилится поток удачи. Как крутится веретено, так жизнь в движение приходит. На веретено намотаю силу, на веретено удачу намотаю. Все блага, что просила, непременно получаю. Навь и явь, откройте двери. Как крутится веретено, так жизнь в движение приходит. Истинно. То есть 3 типа кружения веретена я вам показала. Если запутаетесь, ничего страшного. Главное, чтобы эти 3 вида верчения, то есть кручения веретена у вас происходило. Время от времени вот крутите, то таким образом, то таким образом, то потом вот таким образом, наматывая на веретено. Попробуйте сделать этот ритуал. Желательно на веретено. Можно, конечно, и на жезл, потому что он напоминает веретено, но желательно на веретено. Жаль, что не смогла найти, но у меня времени нет просто только искать, да и думаю, что не так уж важно. Главное, что вы поняли, что вам это подарено, да, остальное дело техники.
Всем удачи. Да, и не забывайте, что есть два потока энергии, верхние и нижние. Веретено активизирует эти два потока энергии, соединяет, и тем самым человек более жизнерадостный, более насыщенный жизнью и силой, жизненной силой. Всего хорошего.